А вы помните вкус своего детства? Лично я вспоминаю, как моя бабушка готовила мне сладкие вафельные трубочки. Вспомнил праздничную селедку под шубой и вкуснейшие домашние компоты. В этом видео я расскажу вам рецепты самых популярных и вкусных советских блюд. Приятного аппетита! Я думаю, открывать наш список должно самое популярное блюдо в СССР. И на постсоветском пространстве тоже, само собой. И, конечно же, это салат оливье. Это блюдо стало настоящим символом Советского Союза. Ни один праздник, застолье или даже траур не может пройти без этого салата. А состоит он из самых простых продуктов, которые только можно найти на полках магазина. Нам потребуется картошка, куриные яйца, вареный горошек, его можно взять консервированный, морковь, репчатый лук и соленые огурцы. А также в состав салата идет мясной продукт. Тут уже нужно отталкиваться от ваших вкусов. Кто-то больше любит оливье с отварным мясом, а кто-то с докторской колбасой. Также в это блюдо часто добавляют яблоки, но немногие их любят. Вообще история появления оливье неизвестна достоверно. Есть только догадки, связанные с тем, кто и когда его придумал. По одной из теорий, салат придумал Люсьен Оливье. Это управляющий рестораном «Эрмитаж». По другой информации, его звали Николаем. Что точно входило в его состав, также неизвестно. Но одно понятно точно. То, что подразумевают под салатом оливье, сейчас в корне отличается от того, что подавали в XIX веке. По легенде, изначально ингредиенты вообще не смешивали. Блюдо подавалось в качестве мясного ассорти с соусом. Кушать его было неудобно, поэтому шеф-повар того ресторана приказал мелко нарубить все ингредиенты, чтобы получился своеобразный салат. Его рецепт впоследствии неоднократно менялся. В наши дни оливье стал намного проще. Все дело в том, что в СССР были огромные проблемы с продуктами в магазине. Из-за этого разнообразное мясо сменилось курицей, а после появления докторской колбасы в дело пошла и она. Такая вот история самого популярного блюда в Советском Союзе. И, кстати, самого любимого мной из этого списка. Да, это блюдо я тоже очень люблю, просто без ума от него. Хотя не так, как от салата, но все же. Вторым крайне популярным блюдом в СССР были макароны по-флотски. Это очень вкусное и крайне простое в приготовлении блюдо готовили чуть ли не каждый день. Дело в том, что готовится оно буквально за 30 минут. Впервые мир узнал о макаронах по-флотски в 1952 году на кулинарном конкурсе, который проходил в Италии. Вообще, советские повара никогда не участвовали в этом конкурсе, потому что Сталин запрещал выезжать за границу, особенно в западные страны, так как боялся, что перспективные специалисты могут просто не вернуться обратно. Но все-таки он разрешил послу, который находился в тот момент в Италии, приготовить это блюдо. И что же вы думаете? Оно сразу же победило. Придумал блюдо, которое завоевало сердца итальянцев, Барух Соломонович Кацеленбоген, ялтинский учитель кулинарного училища. В оригинальный рецепт входили макароны, обязательно гофрированные, чтобы мясо легко к ним прилипало. В рецепте использовался говяжий фарш, а также лук и сливочное масло. И все, по сути, это все ингредиенты. Столь простое блюдо можно приготовить за очень короткое время. Это и подкупило итальянских критиков. Ну и куда же без следующего пищепродукта, назовем это так. Я не мог не включить в наш список самый популярный напиток в СССР. В те времена еще не существовало Кока-Колы, Пепси и других очень привычных нам напитков. Были своеобразные газировки и содовая, но их почти не готовили дома. Классический напиток, который каждый день готовили в советских семьях – фруктовый компот. Его готовили из любых ягод, например, из красной и черной смородины, крыжовника и даже малины. Но самым популярным был компот из сухофруктов и яблок, ведь эти ингредиенты были в каждом доме. История появления этого блюда очень проста. В Россию этот рецепт попал в XVIII веке из Франции. Изначально компот считался не напитком, а десертом. Об этом было написано в кулинарной книге от 1861 года. Тогда фрукты и ягоды заливали горячим сиропом и остужали. Лишь в СССР появилась уже знакомая жидкая форма этого блюда. Чтобы приготовить старый добрый советский компот, нужно всего лишь достать ягоды или фрукты, залить их водой и добавить сахар по вкусу.
Далее все это проваривается в течение часа, а уже после готовый компот нужно разлить по банкам и плотно закрыть. В прохладном месте его можно хранить годами. Употребляли этот напиток буквально всегда. И на завтрак, и на обед, и на ужин пили именно его. Все дело в том, что он очень полезен и насыщен полезными витаминами. Также компот очень вкусный, что очень нравится детям. Да чего уж таить, и мне тоже. Лучше всего его пить охлажденным. Вы только представьте, жаркий летний день. Вы гуляли весь день на улице с друзьями, а как вернулись в дом, там вас ждал ваш любимый прохладительный напиток. Просто замечательно. А следующий рецепт используется в странах бывшего СССР и по сей день, особенно в праздник Нового года. Селедка под шубой – настоящее достояние прошлого, и я настоятельно рекомендую вспомнить этот замечательный вкус детства. История селедки под шубой уходит далеко от нашей страны в северные скандинавские края, которые всегда славились избытком вкуснейшей рыбы. В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно было найти схожий рецепт. А то, как появилось это блюдо в СССР, отлично рассказывает следующая легенда. Купец Анастас Богомилов, владелец сети столовых и трактиров, решил придумать закуску, которая символизировала бы народное единство в революционные годы. Знаменитая селедка под шубой впервые была подана накануне нового 1919 года. Блюдо состояло из разных слоев, между которыми был майонез. В них входила селедка, картошка, свекла, морковь, яйца и лук. И, кстати, существовала даже легенда, по которой название «шуба» означало шовинизм и упадку, бойкот и анафема. Вообще в СССР очень серьезно относились к разным заготовкам. Дело все в том, что в стране часто был дефицит товаров. Из-за этого ту же говядину иногда можно было просто не найти на прилавках, и все люди решали этот вопрос изготовлением собственных домашних консервов. Самым популярным мясным консервом в СССР по праву считается тушенка. Ее готовили буквально в каждой семье. А вот история ее возникновения не так тесно связана с Советским Союзом. Впервые об изобретении этого блюда задумался Наполеон во время своих военных походов. Он четко понимал, что солдатам нужна свежая, а главное питательная пища. Поэтому он объявил конкурс на создание такого блюда, а победитель должен был забрать 12 тысяч франков. Выиграл его Франсуа Аппер. Он упаковывал мясо в банке, а после долгое время проваривал. В банке при этом было плотное отверстие, которое после плотно закрывалось. Уже привычные в наше время жестяные банки были придуманы в Англии немного позже, а в Российской империи это блюдо появилось во времена Крымской войны. Тушенка набрала огромную популярность среди населения. Все дело в том, как долго можно ее хранить. Мясо, приготовленное по этому методу, может храниться в холоде несколько лет, а его рецепт очень прост. Нам потребуется мясо, морковь, лавровый лист, перец и соль. Мясо нужно хорошенько проварить длительное время в воде, добавив туда соль, перец и лавровый лист. А после его нужно переложить в банки, в которые добавляем морковь. Перец и лавровый лист лучше всего достать. И все, наше блюдо готово. Лучше всего его добавлять к макаронам и картошке. Мясо получается очень насыщенным и вкусным, а главное, приятно мягким. Помимо этого, его можно добавлять в различные супы, ведь хранится она очень долгое время. В прохладном погребе такие консервы могут находиться годами. Еще одно очень популярное блюдо, рецепт которого я подготовил специально для вас. Это котлеты по-киевски. Существует две версии происхождения этого вида котлет. По первой, они были придуманы в 1912 году в Петербурге. По второй, их прообразом послужили котлеты де воляй. Это французское блюдо отличается только начинкой от советского аналога. В состав де воляй входила начинка из сырного соуса, либо грибной соус с трюфелями. Но есть и самая удивительная для всех начинка – говяжьи мозги. Но, естественно, в революционные времена СССР блюдо очень серьезно упростили. Все тот же дефицит продуктов, все те же проблемы с деньгами. Это все и сыграло роль. В советские котлеты по-киевски входила начинка из сливочного масла с зеленью, а рецепт их приготовления был намного проще. Из куриной грудки делали отбивную, в центр которой выкладывали сливочное масло и зелень.
Далее их скручивали в своеобразные пирожки, макали в яйцо и панировочные сухари. Чтобы блюдо достигло полной готовности, нужно было всего лишь поджарить его на сковородке до золотистой корочки, а после поместить котлеты в духовку на 15-20 минут. Еще одно блюдо из СССР, которое лично я просто обожаю, это салат-винегрет. В дореволюционной России винегрет делали из мяса с добавлением яиц и соленостей. В СССР рецепт сильно упростили. История этого блюда начинается в XVIII веке, и в те времена он очень сильно был похож на современную селедку под шубой. В его состав входило, как вы могли догадаться, рыба, свекла, картофель и протертое яблоко. Готовили его только при царском дворе. Правда, вот не всем правителям он приходился по вкусу. Например, Екатерина II отвергла его. Рецепт начал меняться. В его состав начало входить мясо и другие продукты. Именно в Российской империи в салат стали добавлять по очереди репчатый лук, квашеную капусту и маринованные огурцы и клюкву. Когда рецепт обрел популярность не только при царском дворе, но и на улицах городов, он сильно упростился. В него больше не входило мясо и рыба. Ну и на самом деле это блюдо очень полезное, так как содержит в себе большое количество полезных витаминов и клетчатки. В СССР его подавали почти каждый день вместе с обедом. Ну что, пришло время для десерта. Лично я просто обожаю старый рецепт трубочек с вареной сгущенкой. В СССР, наверное, в каждой семье готовили это лакомство. А дети просто обожали его. Я до сих пор помню, как я пытался приготовить это блюдо самостоятельно, и как потом мне пришлось отмывать кухню. Так что не совершайте моих ошибок и следуйте рецепту, который я подготовил специально для вас. История создания вафельных трубочек со сгущенкой уходит в XIV или даже в XIII век. Тогда небогатые люди выпекали вафли из оставшегося теста и приправляли сиропом. Спустя еще некоторое время вафли были уделом только богатых людей. И только в XIX-XX веке, когда продукты, которые использовались для приготовления, были доступны повсеместно, их начали готовить почти во всех семьях. А в 1904 году один повар научился скручивать вафельные листы в трубочки и рожки. Тогда-то и появились трубочки с вареной сгущенкой. А вообще в качестве начинки можно использовать любые сладости. Для приготовления вафель нам потребуется хорошее тесто на основе яиц, сливочного масла, муки и сахара. Главное – замешать его до однородной консистенции. Сгущенку для начинки в наше время можно купить уже вареной. Я очень настоятельно советую это сделать, так как сварить ее самостоятельно – дело довольно опасное. Вернувшись немного назад, расскажу историю. Однажды у меня одна такая банка во время приготовления, собственно, взорвалась, испачкав при этом всю кухню сладким наполнением. Так что не рискуйте. Подавать их лучше всего охлажденными, тогда сгущенка не будет вытекать из вафли и пачкать все вокруг. Украсить можно мороженым или вкусным вареньем. В общем, лакомство что надо. Я не мог не упомянуть это произведение кулинарного искусства. Шоколадная колбаса – вершина кондитерского мастерства. Тот, кто ее придумал, настоящий гений, если честно. В СССР ее готовили почти на все праздники. Лично я просто тащусь от вкуса этой колбасы. Если вы никогда ничего не слышали про эту колбаску, то вы очень многое потеряли. Ее история берет начало в XIX веке. Первоначальная идея сделать такое блюдо появилась у французского шеф-повара. Он хотел сделать десерт, который можно было бы долго хранить. Первые рецепты колбаски были очень простыми. В основном это была смесь измельченных печенья и шоколада, обернутая в фольгу. И нет, в ней не было мяса. В современном мире рецепт остался почти неизменным, но есть те, кто добавляет в колбасу орехи, изюм и, как говорит моя бабушка, кофа. А вот ингредиенты в классическом рецепте следующие: печенье, молоко, какао, сахар и сливочное масло. Печенье нужно измельчить. Молоко подогреть на среднем огне, добавить туда сахар, какао и сливочное масло. Далее всю эту шоколадную массу нужно вылить в печенье. Полученную массу нужно выложить на пищевую пленку, скатать колбаску и поместить в холодильник на 2-3 часа. И на этом наша колбаска готова. Так что пробуйте. Также я не мог не упомянуть супы, которые пользовались популярностью в СССР. Классический рассольник был настоящим культовым блюдом, которое ели как дети, так и взрослые.
История появления этого супа берет начало еще в XVIII веке. Правда, до него был и предшественник – суп калье из курятины, рыбы и паюсной икры. А вообще изначально рассольником называли мясной пирог с начинкой из соленых огурцов. И уже после XVIII века под этим названием появился суп. В его состав идет мясной бульон, куски мяса, крупа, картофель, лук, морковь и обязательно соленый огурец. Готовить его просто, а продукты, которые используются в нем, легко достать. Наверное, поэтому в послевоенные годы в СССР он был очень популярен. Чтобы приготовить его, достаточно сделать нажористый мясной бульон, добавить в него крупу, обычно используют перловку и затем все остальные ингредиенты. Всю массу требуется проварить в течение 30 минут. Получился насыщенный, а главное сытный суп. Может быть, он не особо нравился детям, но взрослые его любили. Подавать его лучше всего с большим количеством зелени и сметаны. И последнее блюдо, которое всегда готовили в Советском Союзе и которое мы уже использовали в наших блюдах – соленье. Это обычные консервированные, засоленные овощи. Лично я просто тащусь от старых добрых соленых огурчиков. Вообще под словом соленье подразумевают не только соленые овощи, но и маринованные продукты. На Руси было строгое соблюдение постов в течение года, поэтому приходилось готовить много овощных заготовок. Первые рецепты засаливания огурцов зародились еще в XII веке. Тогда они являлись самыми популярными из всех заготовок. Большой популярностью пользовались соленые грибы, квашеная капуста с различными добавками, морковью, свеклой, яблоками и клюквой. И при этом при изготовлении таких продуктов не использовали уксус, а делали все заготовки в дубовых бочках, которые обязательно хранили в холодном месте. А в современном мире рецептура не сильно изменилась. Использовать соленье можно при приготовлении блюд, а также подавая в чистом виде. Например, я очень люблю во время застолья насладиться вкусными солеными огурчиками. Это были самые популярные рецепты в советской кухне. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!